Ник Вейк жил в доме со своей овчаркой Терри недалеко от лесного массива. Они часто ходили на природу вместе. Иногда хозяин выпускал собаку побегать одну. Вот после одного такого выгула и произошло интересное событие. Ник увидел, как Терри бежит к нему от леса. Когда овчарка подбежала поближе, хозяин увидел, что она держит во рту что-то шерстистое. Пес положил комочек на ступеньки, и Ник сумел рассмотреть маленького слепого щеночка. Видимо, он родился совсем недавно, поскольку весь умещался на ладошке и был не совсем привычной формы. Малыш беспомощно тыкался носом в руку человека, чувствуя в ней тепло, а значит жизнь. Вейк решил, что Терри отыскал себе в лесу будущего товарища для игр. Но в таком маленьком возрасте было совершенно невозможно определить, к какой породе он относился. Овчарка смотрела на хозяина выжидательно, и он понял, что щенка точно придется выхаживать. Не мог же он обмануть ожидания своего питомца. «Ну ладно, с породой разберемся потом», – подумал Ник и понес найденыша в дом. Нужно было решать, как его кормить. Малыша назвали Расселом. Первое время Нику приходилось выкармливать его из пипетки. Несколько облегчало положение то, что Терри взялся помогать хозяину. Он вылизывал малыша после еды и грел его своим телом. Все шло хорошо. Но через 2 месяца после того, как собака принесла щенка из леса, выяснилось, что к семейству собачьих он не имеет никакого отношения. Ник стал подозревать об этом достаточно быстро. Уже после того, как найденыш выказал предрасположенность к тому, чтобы забраться как можно выше. Окончательно Вейк уверился в том, что что-то не так, после того, как зверек свободно забрался по косяку двери на шкаф. После этого щенок почувствовал вкус к покорению высотных мест в доме. Все двери, шкафы, верхние полки и антресоли были его. Хлопот это причиняло немало, но Ник был терпелив и старался приучить Рассела к определенным командам, чтобы он не устраивал разгром во всем доме. Любопытство взяло верх, и Вейк решил все-таки узнать, что за животное он вырастил в доме и как с ним правильно обращаться. Он взял найденыша в переноску и повез к ветеринару. Когда врач увидел зверушку и услышал историю ее появления в доме, он рассмеялся. Ветеринар рассказал Вейку о том, что его собака принесла детеныша соболя, дикого пушного зверя. Почему так получилось, неизвестно. Соболя приручить можно, но зверь он активный, юркий, поэтому хлопот с ним будет много. После этого ветеринар посоветовал продать найденыша. От врача Ник вышел в раздумьях, но когда приехал домой, их уже не осталось. Когда он выпустил Рассела из переноски, Терри радостно залаял, и они пустились в какую-то одну, только им ведомую игру. Хозяин посмотрел на 2 счастливых питомцев и понял, что ни за что не разлучит их. Решение было принято. Проходили месяцы. Соболь обрастал роскошным черным мехом и все больше привязывался к человеку и его собаке. Обычно они гуляли все вместе. Зверек любил прогуляться по деревьям, но Терри это не слишком нравилось. Поэтому, когда Рассел слишком увлекался, пес Лайм звал его немедленно спуститься к нему в компанию. Ник никогда не привязывает соболя, давая ему полную свободу. Неизвестно, как он поведет себя в будущем, но пока даже не думает убегать из выкормившего его семейства.